Женщина, которая предназначена тебе судьбой. Какая она? Давай разбираться вместе. А ты пока подпишись, поделись этим видео, поставь лайк. Как всегда, с вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Итак, давайте, мальчишки, смотреть вашу сигнификацию. Подходит вам этот расклад, не подходит. Некоторые смотрят уже меня как сериал годами. Спасибо вам большое. В любом случае, мне приятно. И знаете, я вот читаю ваши комментарии, и иногда они так греют душу. Спасибо за ваши теплые слова, за пожелания. Вы уже для меня настолько такие близкие и родные стали. Настолько, знаете, вот, ну как братья, что ли, да? Хотя некоторые мне там и в любви пытались признаваться, но мне приятно, конечно же. Я искренне желаю вам всего наилучшего. Я хотела бы, чтобы каждый из вас был просто по-человечески счастлив. И вот, ну почему-то вот мне захотелось, вот честно, да, вот отступление маленькое сделать и просто пожелать вам всего того, что вам необходимо для счастья. Я думаю, мои слова сбудутся, у кого-то раньше, у кого-то позже. И на личный расклад, кто ко мне обращался, спасибо большое. Кто мне потом пишет, звонит, благодарит, да, что все сбылось, то, что я сказала. Ну, в общем, спасибо вам, ребята, за то, что вы есть. Ну, погнали, давайте смотреть сигнификацию. Итак, кто же вы? Так. Ну, вы довольно сильный мужчина, очень уверенный в себе. По крайней мере, вы так выглядите. Может быть, кто-то там в душе и переживательный, и трепещет, да, перед каждой какой-то проблемой. Но внешне вы создаете очень такое, знаете, уверенное ощущение. Вы человек, который, может быть, даже ощущаетесь как человек, который знает себе цену. Вы очень такой, знаете, трепетный человек. Когда что-то делаете, но делаете очень скрупулезно. Как говорят, вот тютелька в тютельку, да, вот кирпичик к кирпичику. Вы все очень так стараетесь качественно сделать, не тяп-ляп спустя рукава. Это касается всего. Может быть, даже есть некая такая дотошность, да, окружающие могут говорить, да что ты заморачиваешься по пустякам, да это мелочи, а вам вот, ну все, каждый винтик, каждый шпунтик, в общем, все должно быть на своем месте. На самом деле это здорово. Вы человек, который много работали в своей жизни, может быть, даже это были разные какие-то специальности. Это был и физический труд, это были разные, может быть, даже направления. Это могло быть даже то, что не по вашей специальности, не по вашему диплому, да, просто потому что вам нужно было банально зарабатывать деньги. Давайте сделаем как раз маленький опрос. Напишите, ребята, вы физически работали в своей жизни, я имею в виду вот работу, ну, по типу там строительства и все, что с этим связано, вот физически тяжелый труд был в вашей жизни, может быть, кто-то на заводе работал, на фабрике, еще где-то, вот пишите, было такое в вашей жизни или нет. Далее. Вы очень жизнерадостный, вы коммуникабельный человек, вокруг вас обычно было всегда много людей, особенно если это какая-то там компашка, да, вы могли и развеселить, и что-то интересное рассказать, какую-то историю. Ну, в общем, с вами люди очень часто улыбаются. Вы можете прикалываться, вы можете хохмить как-то, да, ну, то есть вы умеете одевать на людей улыбки. Вы довольно справедливый человек. Я уже, в общем-то, сказала немножко об этом. Да, вот старайтесь все делать по совести, качественно. Для вас неприемлем какой-то, я не знаю, такой, каким словом назвать даже. Вот пытаюсь подобрать слова. Но для вас неприемлема халтура, неприемлема ложь, лицемерие. Да, вы можете где-то схитрить, понятно, все мы живые люди, но вы будете мучиться. Вот муки совести – это то, что у вас 100% есть.
Так, что еще? Женщины, кстати, вам тоже нравятся веселушки? Вы бы, наверное, заскучали. Вы бы так заскучали, если бы с вами рядом была женщина такая скучная, нудная, без чувства юмора, которая не понимает ваших шуток, да? Вам по кайфу, вот, даже вот когда вы были, либо же сейчас, может быть, кто-то есть в отношениях, вот вам по кайфу даже, ну так по-доброму прикалываться даже в отношениях. Кстати, это очень классная штука. Если кто не знает, да, вот когда вы даже в быту, в отношениях какие-то такие напряжные моменты переводите в шутку, и тогда конфликт как бы все, он не успел разросться. Это очень здорово, когда ты умеешь обходить все острые углы благодаря шуткам, да, где-то что-то там схитрил, смудрил, пошутил, и все. И люди уже не злятся, не сердятся, а улыбаются. Поэтому есть у вас такой талант хохмить, в общем-то. Вы довольно начитанный человек. Возможно, кто-то либо недавно учился, может быть, вы повышали квалификацию, может быть, какие-то курсы, может быть, институт кто-то закончил, либо же планируете обучение, тоже может проиграться. Даже, может быть, кто-то из вас любит книжки читать. Вот именно такой вот бумажный вариант, да, не по интернету, а вот именно подержать в руках вот книжечку, да, вот типографскую, когда краска, вот запах краски, когда ты можешь сесть и просто расслабиться, да, вот книжка это отдушина, может у кого-то проиграться. Напишите, ребят, у кого это резонирует. У вас есть рядом еще человек, ну как рядом, относительно, может быть, он физически и не очень рядом, но это близкий, такой близкий, может быть, родной по духу человек. У кого-то это брат может проиграться, у кого-то это очень близкий друг, ну он действительно, он как брат вам может, ну не кровный, но, в общем-то, по своей заботе, по отдаче, по помощи, он действительно вот, ну, себя ведет как настоящий родной брат. Хотя вы с ним абсолютно разные. Он может быть жестче, он может быть такой колкий на язычок, да, вы периодически можете ссориться, там спорить как-то, ну так, по-дружески. Но, тем не менее, вы знаете, что у вас есть человек, который и в снег, и в дождь, и в гололед в любом случае к вам примчится на помощь и поддержит, и все сделает, что только потребуется. Мне показано, что сейчас женщины рядом с вами нет, ребят. У кого-то, может быть, это и не срезонирует, поскольку общий расклад. Может быть, еще знаете, как проиграться? Я уже не раз об этом говорила. Могут карты не показывать, если, допустим, вроде бы и есть женщина, новое знакомство, да? Но еще вы ее не впустили в душу, вы еще не имеете чувств к ней, да, то есть она еще совсем новая, вот как чистый лист, но настолько еще пока не вошла в вашу жизнь, что даже ее пока, в общем-то, не показано. Либо же это может быть семейная жизнь, когда люди наоборот уже настолько чужие друг другу, что вот она для вас как пустое место. То есть ее вот нет, да, вот в раскладе ее нет. Хотя по факту она может просто находиться с вами в одном доме, в одной квартире, ну как соседи, да. Поэтому я вам скажу так. Вы, в общем-то, сильный, самодостаточный мужчина, который по большому счету, если вы того захотите, вы в женщинах даже не нуждаетесь. Вы настолько все умеете, настолько вы как-то обучены, научены и в быту, и во всем, в чем только можно. Женская помощь как таковая вам не нужна. Тем более здесь есть некоторые моменты в отношении женщин, да, есть некая такая настороженность в отношении женщин, да, поэтому я даже не удивлюсь, если кто-то из вас вот живет исключительно вот для себя. Появится, так появится. Не появится женщина, значит не появится. Ну, то есть я не вижу, чтобы вы страдали, убивались и заморачивались, что вот нет рядом любимой. Ну, как-то вы то ли присытились, то ли вы разочаровались в этих женщинах. Поэтому, ну, вы абсолютно, я не вижу, чтобы вы там сидели, грубо говоря, слюни, сопли глотали, что нет любимой. Ну, нету такого. Можете поспорить в комментариях, если кто-то со мной не согласен. Хотя мне смешно читать,
Когда мне кто-то пишет, что нет, у меня такого нет, ну так значит, это не ваш расклад. Все очень просто. Давайте-ка смотреть, какая же женщина вам предназначена судьбой. Тем более, что вот, ну, не показано, что у вас сейчас сердце занято. Давайте посмотрим. Я вот почему-то захотела именно сделать такой расклад, чтобы описать, вот скорее это будет такое описание внешности, может быть, да, вот какая-то женщина, которая вам предназначена. Давайте посмотрим, какая женщина должна появиться в вашей жизни. Очень страстная, активная, романтичная, которая тоже, в принципе, настрадалась в личной жизни. Да, у нее были проблемные отношения, но сейчас не об этом. Я даже не удивляюсь. Сейчас, наверное, у каждого второго человека хоть раз в жизни, но бывают проблемные отношения, да? Ну, это уже как закономерность. Она свое уже отстрадала. То есть вы у нее будете далеко не первый. Я не говорю, что она там гулящая, либо какая. Ну, то есть она была в браке, либо же в гражданском, либо ну, в обычном, да, вот. Да, однозначно, она разведенная. Женщина страстная, женщина, с которой точно не соскучишься. Женщина, которая будет, знаете, она каким-то образом будет пытаться вам что-то такое додать, чего не было в вашей жизни. Опять же, это у всех проиграется по-разному. Она моложе вас, она страстная, вот если описывать, да? Она подтянутая, у нее хорошая фигура. Возможно, даже она занимается спортом, фитнесом, да? Может проиграться, что она не местная. Ну, то есть, либо же она родилась, может, смотрите, как быть, либо же она вообще абсолютно не местная, вот приехала и все, да? Либо же может проиграться, что она родилась, да, там, где вот вы, в том городе, допустим, но вот она часто связана по работе с переездами, потому что вот переезды как-то вот мне идут. Либо же не местная, либо по работе часто, вот, может быть, командировки, вот, может быть, куда-то ездит в другом городе как-то, ну, либо же за городом может работать, да. Женщина очень выносливая. Она моложе вас, но она выносливая. Ее ничем не удивишь. После ее такой непростой жизни, да, наверное, уже я не знаю даже, чем можно ее удивить. Она выносливая, она, несмотря ни на что, не сломилась, она не спилась, она не сгулялась, она, ну, осталась таким вот достойным, классным человеком. Единственное, чего она боится, это повстречать мужчину, которого она опять-таки полюбит, но наступит на те же грабли, да, вот она боится развода, она боится, что снова ей новые отношения сделают больно. Вот она очень за это переживает. Только бы не было повторения ситуации. Она хорошо выглядит, однозначно. Вот как-то она то ли со вкусом одевается. Ну, то есть я, ребят, если еще кто не понял, повторюсь, да, я пытаюсь вам описывать женщину, которая вам предназначена по судьбе, и которую вы будете всеми силами ждать. А потом мне напишите, когда вы ее встретите. Она самодостаточная, она не требует спонсора, она неплохо зарабатывает. Поэтому можете даже не заморачиваться, что вот она такая корыстная. Нет, ей нужен просто надежный мужчина. Она мечтает о хорошем, достойном мужчине, которым вы как раз можете стать, да, поскольку по судьбе. У нее классная интуиция. Могут быть даже некие такие магические способности, ну, либо же способности к таро, к целительству, ну, то есть к эзотерике какой-то, да. Хотя некоторых это и пугает, ну, ребята, это не страшно и не больно абсолютно. Это классно, когда ты владеешь какими-то способностями, и ты можешь помочь, предотвратить что-то, да, ты можешь и другим это помочь, подсказать что-то. Какая она еще? Она веселая. С ней точно не соскучишься. Она мечтательница.
Она выглядит, даже, я думаю, моложе своего возраста. Ну, даже по той простой причине, что она занимается собой, да, либо же спортом, либо же просто к косметологу ходит, какие-то уходовые, там, может быть, процедуры делает. Э, С ней интересно, она очень развита всесторонне, да, с ней интересно поговорить о том, о сём и ни о чем. С ней, я думаю, вы будете ломать голову, чем ее удивить. Потому что вот она настолько такой экстраординарный человечек, которых точно, наверное, в вашей жизни еще не было. Есть в ней доля какой-то даже наивности, несмотря ни на что. Вот есть некоторая такая девчачья, такая, знаете, как вот подростки, девчули, наивные, доверчивые, тоже есть у нее это качество. Скорее всего, она темноволосая, но опять же, ребят, мы не привязываемся, потому что это общий расклад. Эта женщина– это шанс на вашу новую историю. Это женщина, которая придет в вашу жизнь по судьбе. Она откроет новую страницу в вашей жизни. Эта новая страница будет совершенно не похожа на прежние. Потому что будет больше радости, больше улыбок, больше гармонии, больше интима, будет больше такого, знаете, какого-то ощущения вот гармонии, когда тебе просто хорошо. Это невозможно даже описать, но я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. А вы, я думаю, вы многие будете благодарить и Бога, да, вот Вселенную, кого угодно, да. Вы будете благодарить за то, что послали вам эту женщину. Это я о будущем вам говорю, да, когда вы ее повстречаете. Потому что это женщина, которая заставит вот немножко даже, может быть, у кого-то оттаять ваше сердце. Даже те, которые перестали доверять женщинам, даже те, которые как-то вот скептически относились вообще ко всем женщинам, ну, вернее, стали относиться, да, она вам покажет, что бывает настоящая любовь, что бывает настоящая забота, что бывает хорошо вместе. Весело, задорно, страстно, прикольно. Знаете, такая идет очень теплая энергетика от расклада. Я представляю, какая это позитивная женщина. И вы представляете, какая классная женщина вам по судьбе. Я скажу так. С этой женщиной вы просто почувствуете себя счастливой. Точка. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!